Из чего сделать пол в квартире? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Среди всех решений, которые предстоит принять при ремонте квартиры, выбор напольного покрытия кажется на первый взгляд простым. Однако именно пол – это то, что мы видим каждый день, на него опираемся ногами, слышим шаги, ощущаем температуру и текстуру под босыми ступнями. От качества и правильности выбора зависит не только эстетика, но и комфорт, здоровье, долговечность интерьера. И потому этот вопрос нельзя отдавать на откуп случайному выбору или совету соседа, у которого все держится уже 5 лет. Начнем с того, что представим себе ситуацию. Вы стоите в пустой комнате, стены голые, окна без занавесок, а пол – чистый лист будущего. Именно с него начинается ваш дом. Первое, что приходит в голову – дерево. Оно теплое, естественное, экологичное. Но древесина требует внимания. Деревянный пол может увеличиться от излишней влажности. И если вы выберете обычные досочки без должной обработки, через пару лет услышите скрипы, почувствуете неровности. А вот массивная доска или инженерная конструкция – совсем другое дело. Они дороже, но зато служат десятилетиями. Одна моя знакомая, дизайнер интерьеров, рассказывала, как в старинной квартире на Невском проспекте она нашла оригинальный пол из дуба, которому было больше 100 лет. Он был немного потрескавшийся, но сохранил тепло и характер. Она не стала его менять, а восстановила. Это стало акцентом всего помещения. Но дерево – не единственный вариант. Ламинат стал популярным благодаря своей практичности. Он имитирует дерево, камень, даже металл, но намного дешевле. Однако здесь важно понимать класс износостойкости. Если вы выберете ламинат 32 класса для детской комнаты, где каждый день дремят игрушки и скачут дети, он быстро потеряет вид. А вот 33 или 34 класс – отличный выбор для семей с детьми и животными. Впрочем, ламинат имеет свои ограничения. Он боится воды. Если в кухне прольется суп, нужно сразу же убирать. А если пол находится в ванной, лучше выбрать другой материал. Керамическая плитка – выбор многих. Особенно в зоне кухни, коридора, ванной. Она прочна, легко моется, не боится влаги. Но есть нюансы. Например, холодная поверхность. Ходить босиком зимой по такой плитке не слишком приятно. Решение – теплый пол. Электрический или водяной контур. Это добавляет расходов, но делает проживание комфортнее. Кстати, одна пара молодых людей, когда делали ремонт в новой квартире, решили положить плитку в спальне, чтобы все было как в отеле. Потом они провели целую зиму, хватаясь за край кровати и не решаясь ступить на ледяной пол. Только после этого установили систему подогрева. Виниловый пол – относительно новый игрок на рынке. Он водостоек, мягче плитки, теплее, дает меньше шума при ходьбе. В одной семье, где живет собака породы лабрадор, хозяева выбрали именно винил. Собака любит бегать, царапать пол, но следов почти нет. Цвет и рисунок можно подобрать под любой стиль. Однако важно обратить внимание на толщину защитного слоя. Если он тонкий, то со временем появятся потертости. Паркетная доска – это как компромисс между красотой натурального дерева и экономией. Верхний слой – тонкий срез ценной породы, средний – хвойная древесина, нижний – стабилизирующий слой. Такой пол сохраняет все преимущества дерева, но дешевле. Еще один плюс – возможность многократного шлифования. Однажды я помогал другу перестилать пол в его квартире. Мы сняли старый паркет, который казался испорченным. После шлифовки и покрытия лаком он преобразился. Выглядел как новый, а ему было больше 40 лет. Бетонный пол – модное решение для стиля лофт или минимализм. Он прочный, долговечный, не требует особого ухода. Но чтобы он выглядел красиво, нужна полировка и пропитка. Бетон можно окрасить, сделать декоративный эффект. Однако, как и плитка, он холодный. Поэтому снова теплый пол. В одном проектном бюро, занимающемся офисными помещениями, заказчик хотел создать атмосферу современной мастерской.
Полы были выполнены из шлифованного бетона с вкраплениями цветных включений. Получилось необычно и функционально. Линолеум – материал, который часто недооценивают. Современный линолеум может быть очень качественным, с массивной основой, хорошей звукоизоляцией, даже с натуральными компонентами. В детских садах и больницах его используют повсеместно. Но важно выбрать хороший бренд. Дешевый линолеум может выделять неприятный запах, терять форму, быстро стираться. Одна женщина, переделывая детскую комнату, выбрала дешевый вариант. Через 2 года пол местами вздулся, появились трещины. Пришлось все переделывать заново. Есть еще пробковый пол. Он экологичен, тепл, приятен на ощупь. Пробка хорошо поглощает звук, не скользит. Однако ее нужно правильно укладывать и защищать от влаги. В одной квартире в южной части России, где климат влажный, пробковый пол начал темнеть и деформироваться. Причиной стало отсутствие хорошей гидроизоляции. После ремонта использовали специальные составы и герметики, проблема исчезла. Выбор материала зависит от множества факторов – бюджета, назначения помещения, наличия детей и животных, уровня влажности, температурного режима. Но не менее важна технология укладки. Даже самый дорогой паркет будет скрипеть и деформироваться, если основание неровное или не соблюдены правила монтажа. Важно также учитывать коэффициент расширения материалов. Дерево, например, расширяется и сужается при изменении влажности, поэтому необходимо оставлять компенсационные зазоры. Сделайте шумоизоляцию, если вы живете в многоэтажном доме. Под пол можно уложить специальные подложки, которые снизят шум шагов. Одна семья, которая жила на 5-м этаже, получила жалобу от соседей снизу. Оказалось, что деревянный пол без подложки усиливал звук. После замены половицы на ламинат с пробковой подложкой ситуация нормализовалась. Также надо подумать о том, как будет сочетаться пол с остальным интерьером. Свет, текстура, фактура – все это влияет на восприятие пространства. Светлый пол визуально увеличивает помещение, темный создает уютную атмосферу. В маленькой студии дизайнер использовал светлый винил с рисунком под белый дуб. Получилось воздушно и светло, несмотря на ограниченное пространство. Ошибки при выборе пола случаются часто. Например, люди выбирают ламинат в ванную комнату, считая, что чуть-чуть воды не страшно. Но постоянная влага приводит к разбуханию. Или берут недорогой линолеум без основы, и через месяц он мнется под мебелью. Иногда не учитывают уровень высоты пола, особенно если меняют покрытие в нескольких комнатах. Разный уровень может создать дискомфорт при переходе из одного помещения в другое. Еще один распространенный просчет – неправильный выбор клея или фиксирующих элементов. Для каждого типа покрытия существуют свои рекомендации. Паркет требует специального клея или крепления на рейке. Ламинат может укладываться плавающим способом, а плитка требует качественного клеящего состава и правильного времени высыхания. Один мужчина, решивший сэкономить, купил дешевый клей для плитки. Через полгода несколько плиток отвалились. Пришлось вызывать мастера, платить за демонтаж и повторную укладку. Интересно, что в последние годы набирает популярность идея комбинированных полов. Например, в одной комнате – плитка, а в другой – дерево. Или в зоне кухни – винил, а в зоне отдыха – паркет. Это позволяет разделить пространство визуально и функционально. В одной квартире студии дизайнер сделал так. Входная зона была отделена плиткой, зона кухни – винилом, а гостиная и спальная зоны – ламинатом. Переходы были плавными, но ощущение разных зон – четким. Цветовые решения тоже влияют на восприятие. Черный пол – смелый выбор, но он требует светлых стен и мебели. Серый – универсальный, сочетается почти со всем. Белый – требует особого ухода, но выглядит свежо и стильно. В одной квартире в Санкт-Петербурге, где мало естественного света, дизайнер выбрала светлый пол с рисунком под сосну. Это добавило света и уюта в помещение. Также надо учитывать сезонность. В доме, где нет теплого пола, холодная плитка зимой может стать причиной дискомфорта. А летом, наоборот, будет приятно ходить босиком. В таком случае можно использовать ковры. Они не только украшают,
но и создают зону уюта. Одна девушка, живущая в частном доме, пошла еще дальше. Она сделала съемный пол. Летом укладывает деревянные щиты, а зимой – ковровые покрытия. Надо помнить и о безопасности. В доме, где есть пожилые люди или маленькие дети, скользкие поверхности могут быть опасны. В таких случаях лучше выбрать матовое покрытие, либо использовать противоскользящие средства. В одной квартире, где жила бабушка, после замены плитки на глянцевую произошел случай падения. После этого на пол нанесли специальную пленку, снижающую риск поскользнуться. Если вы делаете ремонт самостоятельно, обязательно почитайте отзывы, посмотрите видео, возможно, проконсультируйтесь с профессионалами. Не надо доверять только рекламе или первому попавшемуся совету. Материалы и технологии постоянно развиваются, поэтому важно быть в курсе последних достижений. Например, появились новые виды ламината с улучшенной водостойкостью, виниловые покрытия с эффектом 3D, системы быстрого монтажа. И напоследок, самое важное. Пол – это не просто покрытие, на которое ставишь мебель. Это основа вашего дома. Он должен быть удобным, безопасным, красивым, долговечным. Он должен соответствовать вашему образу жизни, вашим вкусам, вашим мечтам. Поэтому подходите к выбору ответственно. Изучите варианты, взвесьте все «за» и «против». Посоветуйтесь с семьей, возможно, наймите специалиста. И тогда ваш пол станет не просто фоном, а настоящей находкой в интерьере. Попробуйте начать с малого. Посетите магазин, потрогайте образцы, сравните их вес, текстуру, звук при постукивании. Пообщайтесь с продавцами, задавайте вопросы. Возможно, найдете свой идеальный вариант. Ведь ваш дом – это отражение вас самих. И пол в нем должен быть таким, чтобы каждый шаг давал чувство уверенности, уюта и радости. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.